Всем привет! Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. И участвуйте в конкурсе 25-й кадр. Подробности в описании. Человеческое тело представляет собой логическую, но очень сложную и запутанную систему, в которой до сих пор не могут разобраться врачи, даже при помощи современных технологий. Дело в том, что в процессе эволюции многие органы стали рудиментарны. Они вроде бы нам больше не нужны, но на самом деле частично продолжают выполнять свои функции. Хотите узнать, зачем именно нужен аппендикс и чем страшно его удаление? Есть ли у нас третий глаз и от чего копчик остается важен даже без хвоста? Эпифиз. Тот самый третий глаз, о котором так много говорят любители экстрасенсов и колдунов. На самом деле этот орган нужен нам для выработки мелатонина, регулирующего суточные ритмы. А вот у некоторых рептилий и рыб на месте эпифиза и в самом деле есть так называемый темный глаз, воспринимающий интенсивность света. Копчик. Копчик вовсе не является рудиментарным и ненужным нам органом. В самом деле, когда-то давно на его месте был хвост, а сейчас к нему крепятся многие мышцы и связки, непосредственно влияющие на работу органов мочеполовой системы. Аппендикс. Долгое время считалось, что аппендикс – редуцированный и потому бесполезный орган. В США даже была мода на удаление аппендикса у новорожденных, пока не оказалось, что такие дети чаще болеют и сильно отстают в умственном и физическом развитии. Именно в аппендиксе живет множество полезных бактерий, и потому людям после удаления этого органа стоит опасаться любого отравления. Иммунитет после операции также серьезно снижается. Гланды. В нашей носоглотке расположены скопления лимфоидной ткани – миндалины. Это своеобразный барьер против бактерий и вирусов, которые человек может подхватить при дыхании. Долгое воспаление превращает гланды из защитника в источник инфекции, и тогда их приходится удалять. Селезенка. Современная медицина до сих пор не может выяснить точные функции селезенки. Известно лишь, что именно этот орган производит лимфоциты и антитела, разрушает старые эритроциты и является своеобразным депо для крови, высвобождаемой при физических нагрузках. Придаточные пазухи носа. Врачи полагают, что придаточные пазухи носа могут быть действительно как резонатор, влияя на формирование нашего носа. Кроме того, они представляют собой своеобразный антиударный буфер при ударах. Тимус. Это один из самых странных и загадочных органов человека. Т-лимфоциты, которые борются с вирусами, производятся именно в вилочковой железе, но функция ее постоянно и постепенно угасает к 30 годам, поэтому тимус зовется железой молодости. Вомероназальный орган. Видели, как котики пялятся в пространство с открытой пастью? Они вовсе не удивляются увиденному. Вомероназальный орган находится у животных в небе, и он дает им возможность улавливать феромоны. У человека же этот орган практически не развит. Если вам понравилось, подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и напишите в комментариях, что бы вы хотели узнать в следующем ролике.